Доброе раннее утречко. Я хочу снова сегодня снять видео. Я даже не знаю, как это лучше назвать. Это выпуск или влог. Скорее, это выпуск про нашу жизнь. Сегодня я хочу вам рассказать про разделение обязанностей в нашем доме и про то, как мы делим с мужем бытовые дела пополам. Я думаю, что эта тема интересна многим. Многие, кто в семье по-разному решают эту проблему, я хочу поделиться именно нашим опытом. Сейчас только 9 утра, я успела сходить на работу. Я работаю в храме, я уже рассказывала. В храме я пою. Мне нравится это делать. И, конечно, это не так часто получается, только по будням. Но я дорожу этими моментами и всегда хожу туда с радостью. Такие вот дела. Сейчас я побегу домой. Сегодня деток собирал в школу и отвозил муж. Это бывает у нас редко, только когда я хожу на работу. На работу я хожу иногда раз в неделю, иногда 2, иногда 3. И это все зависит от того, какие у меня службы. Пока муж возвращается, я сейчас побегу домой и буду делать домашние дела. Я так понимаю, муж только недавно выехал, ему нужно к 9 часам отвезти младших деток на занятия, а я сейчас вернусь домой, в 10 у нас приедет клининг, и мне нужно к этому времени успеть все дома разложить, все убрать то, что мешает, разобрать посуду и всякие мелкие дела быстренько доделать. У нас такая классная погода, такая весна, пока еще не жарко. Вот. И когда я все это сделаю, то я выйду в парк, где спокойно, где поменьше людей, и расскажу, как у нас дома все устроено. Хочу, в общем, пообщаться на эту очень интересную для меня тему, потому что так как у нас сейчас, у нас было не всегда. И я хочу поделиться, как мы пришли именно к такой модели, и как я разрешила себе так считать и так думать вообще, потому что раньше мне очень тяжело было справляться со всеми нашими семейными обязанностями, и потом вот мы пришли к такой модели. Я уже дома, сейчас я тут вот немножечко поскладываю все, что у меня плохо лежит. Сейчас покажу вам безобразие. Вот такой вот у нас бардак. Нужно немножечко все поскладывать, поставить стирки. Вот тут девочки собирались. Итак, как вы видите, домашние дела я закончила. К нам приехал клининг, и мы пошли в парк по вот такой вот красивой улице. Здесь такую красивую машину весеннюю поставили. Муж меня немножечко поснимал, чтобы я немножечко настроилась, перезагрузилась. И вот так вот по красивой весенней улице мы пришли к парку. Я тут мужа с собой взяла, потому что со штативом не очень удобно. Живой человек всегда удобнее. В общем, хочу сегодня поговорить с вами на тему разделения домашних обязанностей. Это такая очень щепетильная тема, и я думаю, что мне может прилететь много хейта за это видео, но ничего страшного, я все равно очень хочу поделиться нашим опытом, рассказать, как это происходит у нас и как мы к этому пришли. Нашей семье уже 13 лет, и у нас 5 детей. Кто знаком с нашим каналом и с нашей семьей хоть немножечко, тот знает. И изначально, когда мы поженились, мой муж, он всегда мне помогал. Он всегда делал дела по дому, когда там я не успевала, не могла, он готовил. Не было такого вот, что он считал, что это не для него, что он только вот там ходит на работу и все, остальное там моя обязанность. Нет, такого не было. Он всегда мне помогал, но проблема была во мне, я не умела это хорошо принимать, потому что я внутри себя где-то там считала, что это неправильно и что это моя работа. Как-то вот в картине мира у меня было так заложено, что это все должна сделать я, а муж только зарабатывать должен. И я со временем понимала, что все это сделать невозможно,
что либо я все это делаю и такая уставшая, просто никакая, не женственная, ничего мне не интересно, а если я как бы хочу охватить все сферы, то не могу везде все успевать. И нужно как-то все-таки это все делить между собой. Но я себе очень долго это не разрешала, меня долго за это мучила совесть. И где-то, наверное, лет через 10 только после того, как мы вместе с семьей прожили, я начала себе это разрешать. Что же помогло мне в этом? Я уже не помню, это было видео или пост, или что это было, но однажды я прочитала такую вещь, что на самом деле это просто у нас все в голове. И если вот задуматься, то женщина тратит очень много ресурсов на то, чтобы выносить нового человека, чтобы хватило у нее энергии, ресурсов, микроэлементов, создать этого нового человека, выносить беременность, потом родить благополучно, чтобы все было хорошо, в хорошем состоянии, выкормить его грудью. И дальше на этом всем не заканчивается женская нагрузка, потому что все-таки женщины, они больше переживают за своих детей, они с ними больше связаны. До 3 лет это вообще очень сильная связь. И до 9 лет такая средняя связь. И только после 9 лет эту связь немного попускает. И вот действительно я могу по себе сказать, у меня 5 детей. И вот недавно моему 3-му ребенку исполнилось 9 лет. И я почувствовала, что у него произошел какой-то сепарационный этап. Он как будто бы стал от меня меньше зависеть, и мне стало немножко спокойнее за него. Так что это все имеет место быть. И, конечно же, у мужчин это не так. Я в этом просто на 100% уверена. Я это как бы вижу, чувствую. И какая была мысль в этом посте или видео, я уже не помню, что это было, но там говорилось о том, что женщина вынашивает, рожает, кормит, носит в сердце долго, а мужчина содержит семью и обеспечивает безопасность. Все остальное, то, что по дому, это делится пополам. И мне вот так стало спокойно от этого. Я, наконец, первый раз в жизни себе это разрешила. Мне прям вот отлегло, вот камень с души спал. И я начала понимать, что если я что-то не успела, это неплохо, я нормальная. И начала с большей благодарностью принимать то, что делает муж. Я начала радоваться, что я отдохнула, что мы что-то успели. И, конечно, это был процесс не одного дня, и я до сих пор над этим работаю. Иногда я устаю и снова скатываюсь вот в это вот чувство, что я плохая, я ничего не успела, но все равно уже как бы прогресс есть, и я этому очень довольна. Рассказываю я тут и увидела такую наклеечку. Вот, примерно такой вот момент у меня наступил, когда я поняла, что я так больше не могу, и что хватит уже всех обманывать, хватит обманывать себя, хватит обманывать всех вокруг, что я не супергерой, я не могу любить детей, хорошо выглядеть, высыпаться, чтобы дома всегда было все чисто и приготовлено, отвечать за учебу, чтобы постоянно была чистая одежда, чтобы постоянно все было куплено. Я просто поняла, что я это не могу, и еще я поняла одну вещь, что меня не наполняет вот это вот все, что я хотела бы, может быть, работать, хотела бы какую-то реализацию для себя. А получается, вот этими всеми мыслями, что я должна, иначе я плохая, я просто перекрываю себе эту возможность, что я так никогда не реализуюсь. С того времени, как я себе это разрешила, прошло, наверное, 3 года точно. И с каждым днем мне это все легче и легче. Сейчас я вечером, понимая, что нам скоро ужинать, уже не переживаю, не нервничаю. Я понимаю, что не я одна несу за это ответственность, что я могу спокойно сказать своему мужу и детям, что вот я устала, мы не успели, давайте как-то вместе решим эту проблему. Потому что я понимаю, что я закончилась, мой ресурс закончился, и я действительно сегодня очень много всего сделала, а раньше был какой-то вот такой максимализм, перфекционизм. Я просто не понимала, что я сегодня и так много всего сделала, и я могу, правда, устать. Сейчас я это уже понимаю, и мне стало проще. Больше хочется улыбаться, больше энергии, и вообще больше радости в жизни появилось просто из-за вот такого вот разрешения себе уставать.
из признания себе, что я могу что-то не успевать, я могу что-то не мочь. Я буду очень рада, если вы поделитесь в комментариях, а как у вас в семье. Мне очень интересно было бы почитать, потому что я уверена, что такая модель, как у нас в семье, тоже есть у многих, но также, наверное, у многих по-другому. Многие, с кем я общаюсь, рассказывают, что у них муж только работает, а дети, быт и все остальное лежит на их плечах, даже если они работают. Мне кажется, что это не очень хорошо и не очень правильно. Конечно, каждому свое, у каждого свой опыт, но лично нашей семье такой опыт не подошел, и мы решили что-то поменять в своей жизни. И, в принципе, я довольна этим изменением. Эти изменения, наверное, еще не 100% простроились. Я не могу сказать, что прям вот мы в этом профессионалы, но я чувствую, как процесс идет. Честно признаться, мне вообще трудно сейчас об этом говорить. Мне так прям неловко. Для меня это выход из зоны комфорта. Прям вот такая тема, что мне прям страшно на нее говорить, но одновременно хочется. Я так оглядываюсь, думаю, меня никто не слышит вообще, потому что, ну, как-то неудобно вообще, если честно. Но мне очень хотелось поделиться этим, рассказать. И обязательно очень хочется услышать ваше мнение в комментариях. Вот мне прям очень интересно. Мне всегда интересно, как у других людей что устроено. Я смотрю на ютубе много роликов, кто как живет, как живут семьи. Меня очень вот интересуют люди и очень интересует людская психология, людские взаимоотношения. И мне было бы очень интересно почитать, как у вас в семьях происходит. Поэтому пишите, пожалуйста, и также задавайте вопросы, если они у вас есть. И в следующих видео я буду отвечать на эти вопросы, на самые интересные, потому что некоторые ваши вопросы, они просто-напросто формируют темы для новых видео. Честно говоря, я хотела это видео таким снять более лайтовым, а оно получилось какое-то очень серьезное. Вообще я не такая серьезная по жизни. Я, в принципе, веселый человек, но тема серьезная, и я сильно нервничала, поэтому я получилась как строгая учительница, простите. А теперь давайте спросим моего мужа, что он об этом думает. Может быть, это у меня все так радужно, а он думает, что я какая-то сумасшедшая? Давайте спросим. Что ты думаешь обо всем, что я рассказала? Ты согласен вообще или нет? Ну, что я могу думать? Как вы думаете? Как нужно разделить обязанности в семье? Ну, понятно, что муж работает тяжело, ему тяжело. Понятно, что все должна делать женщина. Но мужик сильный, может стукнуть по столу, бах, и все. Пришел, сказал, где мой обед, где мой ужин, почему дети голодные. А с работы пришел, нужно отдыхать. Тяжелая работа, вот так вот. Понятно, то есть ты... Ну, а если честно, конечно, ну, я считаю, что мужчина, он как глава семьи, он как начальник такого предприятия под названием «Семья», он обязан организовать весь быт в семье. То есть там могут быть разные варианты, они должны с женой вместе сесть, подумать, как это сделать лучше. Могут ли они купить готовую еду, там, или сами будут готовить по очереди, или он будет готовить, или она будет готовить. Но чтобы соблюдался баланс в семье, чтобы не перегружен ни жена, ни муж сильно. Потому что если жена ударяется в быт, то тогда перестанет следить за собой, и мужу это самому не понравится, он загонит сам себя в ловушку. То есть она будет как-то не так выглядеть, ему это будет не нравиться, она просто физически не успевает. А мужчины, они сильные, они могут все, они могут готовить, они могут там следить за другими делами, могут там за одеждой следить. Просто каждый подходит к этому с разной стороны. Кто-то там покупает готовую еду, кто-то готовит сам, кто-то там договаривается с женой, как-то готовят напополам по поводу там каких-то других дел, потому что дело не только в готовке, то тоже как-то это все придумывают, договариваются. А мужчины, они очень способные. Просто они должны поверить в себя, они все могут. Ну вот как-то так муж ответил. Подписывайтесь на наш канал, если вам понравилось. И всем пока!